Жду очередную красотку из моих снов. Что-то опаздывает. Ну, как и все барышни. Хотят интригу навести. Открыто. Ты чего так скромно? Заходи, не стесняйся. Привет. Привет. Рад тебя видеть. Я вас тоже. Добрый Евгений. день. Приятно очень. Лена, очень приятно. Как дела? Да ничего, нормально. Какая-то слегка... Ну, просто... Слово такое уже старомодное, зашуганное. Все в порядке у тебя? Нет, я просто тебя вижу первый раз, поэтому... Понятно. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Слушай, я, знаешь, чего хотел спросить у тебя? Сейчас же жарко, да? Ну, хочется же на свидании как-то, так скажем, расслабиться чуть-чуть. От этого будет зависеть, в какое заведение мы пойдем. Скажи, какой сорт вина, условно говоря, в это время суток ты предпочитаешь? В смысле вина? Я вообще не пью вино. Ну, может, пиво, не знаю, водки, Нет, виски? Я ничего такого не пью. Ничего такого не пьешь? Какого? Ну, вообще я Алкогольного не употребляю или... алкоголь, он же вреден. А, ты не пьешь? Нет. Ничего себе. Ну, как бы... Ну, может быть, у тебя есть какая-то другая вредная привычка, знаешь, там, какие-то сигареты электронные, там, или обычные сигареты? Нет, ничего такого нет. Нет, как так можно вообще? Это мой организм, я его берегу. Я не курю, не пью, все как должно быть, правильно. Нет. Ну, может быть, я уговорю тебя немного выпить? Ну, если мы, например, поедем куда-то, ты будешь пить, а я могу сок попить. Я тоже не могу пить, объясню тебе почему. Я за рулем, и это наказывается очень сильно. Но если мы где-нибудь оставим машину и, например, на такси куда-то поедем, то я бы, на самом деле, выпил. Но мне теперь странно, если я буду пить, а ты не будешь пить. Ну, ладно, я не буду уговаривать тебя. Но это какое-то, я так понимаю, именно... Неважно. Хорошо, и курить ты не куришь тоже, да, я так понимаю? Нет, конечно. Не я куришь, даже не пьешь? пробовала никогда. Слушай, хорошо, а что если, например, мы вместо ресторана или после ресторана, сейчас по времени посмотрим, может быть, мы куда-нибудь потанцевать сходим? Например, куда? Например, в клуб какой-нибудь ночной? Ой, нет, я клубы вообще не люблю, я не хожу в клубы. Почему? Ну, потому что, клубы это, господи, разврат какой-то, да там наркотики всякие, пристают люди молодые. Нет, это вообще не для меня. Ну, ты же не хожу по клубам, нет, никогда не ходила. Ты же со мной идешь, во-первых. Во-вторых, скажу тебе честно, наркотиков у меня нет, и я сам не планировал их закидывать, поэтому я думаю, что уж потанцевать. Ну, танцевать-то ты танцуешь, или ты еще танцевать не танцуешь? Нет, я не хожу никуда, я просто дома могу под музыку там потанцевать, когда дома одна, например, и все. Музыка нравится, танцую, но дома. А зачем в клуб ходить? Чтобы все на тебя смотрели? Понятно. Слушай, скажи, пожалуйста, мне просто интересно, а вот у тебя до момента, как ты села в эту машину, у тебя были отношения с мужчинами? Ну, хоть... вообще. Даже не недавно, а вообще были отношения с мужчинами? Не такие, наверное. Как в школе еще я встречалась с мальчиком. Когда давно, конечно, это было. Но у нас ничего не было, так, за ручку ходили, встречались, да, вот, отношения были. Ничего не было в школе. А после школы? После школы просто учеба началась, там в колледж поступила, потом в институт, потом решила второе высшее получать, в магистратуру поступила. И вообще, мама с папой сказали, что пока я не отучусь и не получу образование, то мне никаких отношений не светит, уж тем более там свадьба и тому подобное.
Скажи, пожалуйста, тогда у меня к тебе еще один вопрос. Ты уж извини, что я тебя интервьюирую. Ну вот у меня еще один вопрос. А что ты на сайте знакомства тогда делаешь? Ну, просто стало скучно, пообщаться решила, друзей завести, знакомых. Ну да. Там у кого-то же есть общие интересы, поболтать. Интересы поболтать. Ну, я-то такой еще друг, я тебе могу сказать. С тобой нельзя поговорить? Нет, ну, я один из тех людей, который не верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Ну, почему нет? Ну, потому что либо у них все было, либо у них все будет. Я вот про это. Но да бог с ним, не будем забегать, да, как говорится. Знаешь, вот я в связи с этим, у меня один вопрос в голове крутится. Я тебе задам, и ты уж извини, что если я тебя там, каким-то образом там оскорблю или напугаю, но мне просто интересно, вот, да. Я мужчина взрослый, мне уже, много лет, и скажи, пожалуйста, а ты девственница? Ну, вообще, да. Ага. Прекрасно. Я так понимаю, что ты, может быть, даже последняя девственница этого мира. Но это мое сугубо личное суждение. Слушай, не знаю, что здесь сказать. Я думаю, что люди какого-нибудь очень старшего поколения сказали бы здесь, и это прекрасно, но вот я не знаю, прекрасно это или нет. Знаешь, а давай вот какой у меня момент к тебе. Ты вся такая прямо, как прямо из какого-то института благородных девиц. Вот смотри, я тебе скажу честно, да, я действительно на сайтах много общаюсь, мне нравятся женщины, вот так я устроен, к сожалению, может и к счастью, и у меня нет особо много времени, и я особо обманывать не хочу, там, отношениями, там, скажем так, запугивать, строить какие-то мечты, там, разводить, лапшу на уши вешать. Я могу тебя вот сейчас, да, я бы мог бы сейчас тебе просто начать вот катать по ушам, что ой, ты такая классная, ты прекрасная, я там такой романтик, там цветы, не цветы, шарики, не шарики, и в итоге все равно развести тебя на секс. В итоге, понимаешь? Скорее всего, в процентах там 90. Но я тебе могу сказать, у меня нет вот этих времени, 2 недель, 3 недель, месяца, реально у меня его нет. У меня пришла мысль к тебе, ты уж, опять же, извини, если тебя оскорбит мое предложение, но, опять же, мы в современном мире живем, и я вот руководствуюсь современными какими-то моментами, понимаешь? А в нашем современном мире дефицит со временем, просто лютый, у меня, по крайней мере. Но у меня что? У меня нет времени, но у меня есть возможности. И у меня есть возможность задать тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, Лен, есть ли у тебя мечта в пределах 100 тысяч рублей? Вот прям конкретно. Вот мечта, которую ты могла бы осуществить на 100 тысяч рублей. Просто ответь, да или нет? Есть. Это, наверное, скорее всего, я предположу, наверное, iPhone, как все девчонки хотят, не? Нет. А что у тебя за мечта? Очень интересно. Если не хочешь, не говори. Ты мне просто, если можешь, скажи. Вообще я хотела бы за границей побывать, куда-нибудь съездить, мир посмотреть. А ты не была ни разу? Вообще нет, я даже за пределами города никуда не выезжала никогда. Отлично, вот теперь смотри. Я могу тебе предложить 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей на осуществление твоей мечты. Прямо сейчас. И мы поедем с тобой в отель, и ты займешься со мной сексом. Подожди, ты не торопись с ответом. Вот подожди секунду. Я еще раз сказал, если тебя оскорбит мое предложение, то не оскорбляйся. Но я тебе я понимаю, что это неожиданно, что ты приехала на свидание, мы с тобой переписывались, ты приехала на свидание, ожидала какого-то романтического вечера, а тут какой-то взрослый мужик предлагает 100 за то, чтобы перепихнуться. Я понимаю, что это жестко, но ты смотри под другим углом чуть-чуть. Как я тебе уже сказал, я мог бы тебе соврать, ездить по ушам, за романтику, поцелуйчики, держаться за ручки, и все равно бы я с тобой бы переспал. А тут я тебе говорю правду. Я не такой, отношения мне не нужны, но ты мне понравилась, и у меня есть возможность тебя, скажем так, отблагодарить. То есть это как компенсация просто за что? За то, что я не буду проводить с тобой то время, которое бы мог. То есть я похожа на девушку легкого поведения. Ты не похожа на девушку легкого поведения, понимаешь? Тем более мы с тобой выяснили, что у тебя вообще мужчины никогда не было.
Я просто тебе открываю вот просто все карты. И в этом плане, мне кажется, вот эта моя честность, да, она, конечно, шокирует и пугает, но зато она открывает вообще все. Ну, то есть, я понимаю, что это, скажем так, непростое решение и так далее. Но ты просто прикинь, ты сможешь на эти бабки, понятно, что тут из загорода выбраться, сможешь поехать практически в любое место. Вот в любое место в мире можешь поехать на эти деньги. Ну, а потом, как я себя вообще буду чувствовать за эти, как ты говоришь, бабки? Ну, как бы, каким, ну, это же нечестно. Я потом себя не буду уважать за то, что вот это, ну... Хорошо, скажи мне, хорошо, скажи мне, я тебе нравлюсь? Ну, да. Хорошо, я тебе нравлюсь. Вот теперь представь, мы сейчас отмотаем назад, я как у людей в черном тебе вспышкой, чик, у тебя стерлась память, я начинаю тебе рассказывать, какая ты прекрасная, беру тебя за ручку, катаю тебя по набережным, мы стоим у воды, я тебе в ушко шепчу, какая ты прекрасная, моя мечта, моя любовь и так далее. Мы целуемся, ты плачешь, и потом в результате все равно мы оказываемся в кровати, понимаешь? Ну, я не говорю, что... Я просто знаю, как устроена психология девушки, все понимаешь? зависит от того, сколько времени должно пройти. Хорошо, давай так, вот сейчас, да, чтобы, опять же, не тратить время и так далее. Вот 100 тысяч рублей. Вот готово? Да. Не готово? Не готово. Давай минуту, как в «Что, где, когда» тебе даю. Ты отвечаешь да, да, нет, нет. И, собственно говоря, оттуда уже принимаем другое решение. Давай, минута пошла, я вот даже засеку. Минуту? Ты мне за минуту отвечай, хорошо? Сейчас. Где у меня тут будильник? Часы. Так, секундомер. Поехали, начать. Пошла. Ну ладно, хорошо, давай попробуем. 9 секунд? Нифига себе, за 9 секунд решилась? Ну, знаешь, что я тебе скажу, Лена? Я тебе могу сказать честно. Я уже по твоим движениям и по твоей мимике понял, что ты согласишься. Знаешь почему? Потому что, вот честно тебе могу сказать, я, мягко говоря, не верю в то, что ты девственница. И мне кажется, что это не я тебя здесь развожу, а ты меня. Поэтому, знаешь... Почему нет? Ну, потому что. И я тебе могу сказать, что я передумал. Блять, куда ты деньги-то убрал? Ничего себе, у тебя слова такие. Ты что, в смысле? Ты что, не мужик, что ли? Ты только что говорил то, что ты вот сейчас мне отдашь 100 тысяч, как бы... И ты что, не можешь держать свое слово? Я передумал. Нихуя себе, нормально. Ну а как? Как-то мы вообще так не договаривались. Ты только что сказал подумать. Да я подумала. Да мы изначально нормально. Не договаривались. Ты мне здесь чесала про приличную, а согласилась за 100 перепихнуться, якобы девственница. А когда я тебя потом... якобы? А потом, когда бы я тебя шпилил, ты бы что сказала? Ой, девственность случайно рассосалась, что ли? Ладно, давай, иди, я тебя раскусил. Да, конечно, давай. Вот как разговаривают приличные, да? Как разговаривают приличные девушки. Я не знаю, может быть, я не прав, конечно. Я на всякий случай ее лицо закрою, ну, чтобы у нее проблем там не было. Вдруг она действительно целка. Я не знаю. Но мне кажется, что, бля, это она меня разводит. Знаете, как разводят на отношения, да? У меня пару раз было такое. Встречаешься с девушкой, она такая вся прям приличная, вся прям такая, вот не курит, не пьет, матом не ругается, такая вся прямо из хорошей семьи, там, ходит там, постоянно молится, там, и все так далее. И ты думаешь, такой, ничего себе, вот такие девушки еще остались. Причем не знакомиться со своим окружением, вот это вот первый звонок. То есть ты никогда не увидишь ее друзей. Из таких же, да, то есть у нее друзья должны быть такие же, вот, ну, круг общения, а хрен, нифига, она просто говорит, блин, ну я там вот с людьми не очень хорошо лажу, поэтому я там одна, и начинает тебя разводить. И ты ведешься на эту историю, у тебя начинаются отношения. Тут какие задачи, смотря. Либо она с тебя бабки будет выдергивать, либо она хочет жениться, то есть, ну вот, замуж выйти точнее, чтобы, ну вот, под приличную... А потом из нее вся эта шняга полетит и польется. Ну вот я реально не верю в такие истории. Вы мне скажите, у вас есть вот такие вот, у кого-нибудь 27-летние девственницы, блин, знакомые, вот скажите, напишите мне, или у знакомых знакомых, прям реально, которая там бережет себя для чего-то, или хуй знает, что она вообще там делает. То есть, ну, для нее это что там, она коллекционирует девственность или что, я не знаю. Но как бы я не готов, если честно.
Не знаю. И мне кажется, что сотка за девственность... Ну и напишите еще, кто считает, сотка за девственность это нормально в 27 лет? Или все-таки товар подгнил чуть-чуть и надо делать дискаунт? Ну, скажем, 3000 рублей. Пишите. Ребята, короче, это эксклюзивная инфа для вас, это не реклама. В общем, я пару дней назад залипал в YouTube и наткнулся на видео, где крупный блогер рассказывал лайфхак, как можно зарабатывать по 10 тысяч рублей в день без вложений, просто играя в игру на компьютере или телефоне. Сначала я не поверил, но потом попробовал и реально поднял десятку всего за пару часов. Короче, вот вам подгон, делюсь этим видосом с вами, можете кликнуть вот сюда и посмотреть. Пользуйтесь, пока метод еще работает. Главное, не поднимайте больше десятки в день. Тогда точно все будет окей. Удачи!